Эпопея с Facebook продолжается. Теперь украинские пользователи решили подавать на Facebook в суд. Закончилась эпоха просьб, началась эпоха угроз. Що ви плануєте судитися із Фейсбуком? І скажіть, будь ласка, як ви плануєте взагалі це реалізувати? І чи вважаєте, що... Так, доброго дня, студія. Ви знаєте, я мало вірю в різного роду петиції, мало вірю, чесно кажучи, в акції протесту. Я думаю, що бізнес в Сполучених Штатах реагує дуже чітко на судові позови, тому що... И вот украинский политолог, стильно одетый, как видите, рассказывает нам, как он будет, в принципе, судить Facebook. Звучат суммы, миллионы, десятки миллионов долларов, все такое. Он специалист своего дела. Он грамотный человек, явно юридически подкован человек. Но политолог не будет же просто так языком молоть на эфире 5-го канала президентского. Позови в Сполучених Штатах можуть досягати не просто мільйонів, а десятки мільйонів доларів. Оскільки в даному випадку я вважаю, що була порушена перша поправка до Конституції України, яка гарантує свободу слова, а компанія Facebook, перша поправка до Конституції України, яка гарантує свободу слова. Но я же сказал, что этот политолог это серьезный человек, явно осведомленный. Только он забыл упомянуть, что есть еще вторая поправка Конституции, которая говорит о том, что ни первой, ни второй поправки в украинской Конституции нет. Кутузов. А также этот специалист, перед тем, как регистрироваться в Facebook, я уверен, должен был прочесть правила. Но он не мог их не прочесть, он с ними должен был согласиться перед регистрацией. А в правилах написано кое-что. Мы оставляем за собой право удалять любые публикации, если мы посчитаем, что они нарушают наши правила. Все. Политолог с этим не согласен был? Тогда он мог просто не регистрироваться на Facebook. Зачем? Зарегистрировался бы где-то в другом месте. Но он же прочел, а теперь несет ахинею. Идем дальше. Крім того, я протягом багатьох років вів цю сторінку, я витрачав свій особистий час. Більше того, там є наші комерційні ресурси нашої компанії Berta Communications, на які я витрачав легально кошти своєї банківської картки. Видите как? Тратил время, а самое главное, тратил деньги со своей карточки легально. Но это же специалист-политолог, он же говорит в эфире президентского канала, журналист его слушает в эфире президентского канала. И этот политолог однозначно согласился с правилами, в которых написано, что совокупная максимальная ответственность работников Facebook, директоров Facebook, по любым вопросам не может превышать $100. Он не читал правила, да? Вот я всегда говорил, беда Украины в безграмотных людях, которые строят из себя грамотных людей, и также в судах. Но к судам мы еще вернемся, и с судами можно было бы что-то сделать, если бы украинская власть хотела что-то сделать с судами. А вот с такими людьми я не знаю даже, что делать. Facebook он будет судить. Засудите уже всех, я не знаю, и все.